Всем привет, друзья! Я сейчас в самой настоящей Швейцарии, в самой настоящей Женеве, возле здания Организации Объединенных Наций. И если вам хоть чуточку были интересны финансы, или вы хотели стать предпринимателем или бизнесменом, то этот выпуск для вас. Потому что мы с вами сегодня отправляемся в Женевскую бизнес-школу, она же GBS, Geneva Business School, для того, чтобы встретиться и пообщаться с ее представителями, и чтобы они нам рассказали, как же все-таки в Швейцарии, в Женеве готовят бизнесменов и финансистов. Небольшой город, конечно же. Здесь проживает всего 200 тысяч жителей. Но если мы возьмем еще ближайшие кантоны, насчитываться будет около 800 тысяч. И при всем при этом в Женеве находятся главы 130 международных компаний. Когда вы приезжаете в GBS, у вас есть возможность выбора предметов. То есть ориентировочно здесь 25 предметов в разных областях. Вы должны выбрать 10. И у вас есть возможность самостоятельного выбора. То есть это как бы не то, что вы выбором вот приехали и все обязательно у вас. Нет. Вы приехали из 25, выбрали 10. Ну, конечно, там все это делится на блоки. Там из каждого блока нужно подобрать. Потом вы, скажем так, адаптируете все это дело под ваше время, чтобы вам было удобнее. Люди, которые работают в Женеве, это, как правило, высококвалифицированные кадры, знающие несколько языков. Определенно в Женеве очень высокий уровень жизни и отличная инфраструктура. Не просто так домом для себя Женеву выбрали крупные международные банки, гиганты люксовых брендов, инновационные компании, биотехнические компании, компании пищевой промышленности. Да, Швейцария, конечно, пестрит люксовыми брендами. Напротив меня здание одни только вывески: Шапарт, Монблан, Ролекс, Патек Филипп, Вашерон Константин и так далее и тому подобное. Студенты приезжают еще прежде всего для того, чтобы получить опыт и знания от реальных практиков, работающих в индустрии. И в особенности, если у вас есть какой-то проект, или вы хотите запустить новый стартап, или хотите развить свое какое-то дело, то здесь потрясающие связи вам даются. Мне приводили примеры коллаборации различных ребят-иностранцев с местными, после чего это вырастало в какие-то бизнес-проекты. Также, что делает Женевская бизнес-школа? Они помогают найти инвестиции. Я общался с одним из преподавателей, и он тоже в сфере финансов работает. И он говорит: я говорю своим ребятам, студентам, как все это дело запустить, где найти финансы, что лучше делать, что лучше не делать. Потому что, понимаете, каждый из нас хотел бы сделать очередной Uber или Facebook или Яндекс, но от бизнес-идеи до реального дела стоит очень и очень многое. Хочу показать вам вот такую штучку интересную. Я приехал и остаюсь в отеле, и мне сразу же дали карточку. Это бесплатный проезд на то время, пока я буду оставаться в отеле. Он действует здесь на весь городской транспорт, включая даже на поезд, который идет из центра Женевы до аэропорта.
Кстати, скульптура, вот эта, сломанный стул, она обозначает, даже на русском написано, отказ от насилия с применением оружия. Смотрите, в чем же главное отличие Женевской бизнес-школы от стандартных учебных заведений, высших учебных заведений государственного уровня? Прежде всего, номер один – это преподавательский состав, потому что все, абсолютно все преподаватели в Женевской бизнес-школе работают в крупных организациях здесь, в Женеве. Вот приведу вам несколько примеров. К примеру, IBM компания. Мне не нужно представлять, да, IBM. JP Morgan. Дальше Организация Объединенных Наций. Citibank Group. UBS. Ernst & Young. So the idea of the career workshop is here in the GBS group we have a department which trains and prepares our students at all levels, so bachelors and masters. We encourage all of our students to try to get jobs during their studies. So as soon as the students come here, we prepare them for interview techniques, CV techniques. We have companies who contact us looking for students who wish to work during their studies. So it can be during the holiday time, it can be during the semester. We strongly encourage that. Сегодня я общался с одним из студентов, его имя Азмат, и он сказал, что он получил стажировку несколько месяцев в ООН. Вторая у него стажировка была в компании люксовых часов. Он очень доволен этим и сейчас делает цифровой маркетинг и хочет по окончанию GBS продолжать также работу в индустрии часов. Кампус GBS очень удачно расположен в самом центре Женевского квартала международных компаний. Сам кампус имитирует собой бизнес-среду с современными классами для обучения, кабинетами для командной работы, зонами отдыха и новейшим конференц-залом. So we have a department who helps them, and we have an international day at least twice per year where they come here. And we have big companies. We have the Richemont Group. We have people from Cartier, from Montblanc who come here, and they offer the possibility and inform some of our students about how to get jobs, part-time jobs, could be internships, and try to prepare them for the business world. Также один из профессионалов индустрии будет вашим наставником. И он будет помогать вам добиваться того, что вы хотите. И также он будет помогать работать вам над проектами. Раз ориентировочно в триместр в GBS проходят так называемые рабочие выставки или выставки работодателей, когда представители различных компаний приезжают на кампус для того, чтобы лично общаться со студентами. И вот еще одна очень хорошая показательная доска. Это компании, с которыми постоянно работает Женевская бизнес-школа. Здесь Credit Suisse, UBS банки HSBC, Lloyds, британский банк, Сбербанк, наш банк, PricewaterhouseCoopers компания, Lukoil, THL, Caterpillar. Смотрите, какой интересный памятник напротив здания Организации Объединенных Наций. Пушка с завязанным дулом и на ней колесо от мельницы. All faculty members at Geneva Business School are adjunct faculty members, which means that we all come from the professional world outside academia. I am a communication consultant. I'm specialized in media relation and public relation in Switzerland for some industrial companies. And also all of my colleagues teach here on part-time base because we try to bring our professional experience directly to students. Да, и, конечно же, мы отправимся и посмотрим, где студенты живут. Вперед! Вот это первая квартира-студия, в которой мы сейчас были. Она находится всего в 10 минутах от кампуса. В 10 минутах пешком, друзья. Ни на машине, ни на автобусе, ни даже на вертолете. Снимать такую квартиру здесь стоит 1300 франков в месяц. Это включая все. Это включая
интернет, включая коммунальные платежи. Сейчас мы с вами посмотрим еще одну квартиру, которая рассчитана на несколько человек. Если вы снимаете вдвоем, втроем квартиру, то, естественно, выходит дешевле. Можно опуститься до 700, до 600 франков. Company that holds a lot of luxury brands like Cartier, Vacheron Constantin, and all of this. And I was pleased to do around 7 months of internship in one of the watchmaker brand in Geneva. You like it? I really like it, yes. And this was also another thing that when I first chose Switzerland, because I was fascinated by its watchmaking history. Также здесь есть карьерный офис, и плюс раз в неделю приезжает так называемый коуч из компании для того, чтобы работать над студенческими CV, резюме, для того, чтобы это все выглядело более красиво и эффективно при подаче в компанию. Ну и, конечно же, ребята, небольшие классы, да, то есть если мы говорим о государственном вузе, да, огромном государственном вузе, семинары проходят в группах там по 30 человек, где у вас лекции проходят по 300 человек. Здесь это все абсолютно не так. Здесь у вас маленькие классы, здесь у вас individual attention, скажем так, такой, то есть очень близко вы общаетесь с профессионалами, которые приходят и преподают. For example, we are organizing one that's coming next Sunday. We are going to a vineyard. Oh. That's like an hour away. We go there, see how they make wine, how they do everything, and then we have a wine tasting session. Студенты GBS, помимо того, что они используют онлайн-библиотеку, огромную онлайн-библиотеку, они имеют доступ к библиотеке Организации Объединенных Наций, ООН. Знаете, чем прекрасна Швейцария? Мне кажется, здесь куда ни глянь, здесь либо озера, либо горы. Также подумайте над следующим моментом. Если вы окончили стандартный государственный университет, что хотят от вас работодатели? Работодатели смотрят не только на диплом. Диплом сейчас это не главное. Работодатели сейчас смотрят на ваш опыт. Есть у вас этот опыт после окончания государственного вуза? Сомневаюсь. В Женевской бизнес-школе обязательным условием обучения является еще практика в компании. И вы уже даете вашему потенциальному работодателю эту практику. Все это будет составлено в вашем резюме, и у вас будет целое портфолио после окончания Женевской бизнес-школы. Fall
Ну и, конечно, как же без главного символа Женевы? Это Женевский фонтан, который считается одним из самых высоких в мире. Он бьет почти на 140 метров. И он, наверное, на расстоянии метрах 50 от меня капли вот прям сюда, брызги доходят. К этому фонтану уже более 100 лет, представляете? Женева, конечно, удивительно. Вот здесь Женевское озеро, и она расположена как бы вокруг всего озера. Лодки здесь по всем берегам расставлены. И в центре фонтан.